Всем привет. Точнее, единичкам привет. И расклад вы выбрали, где ты лишнее позволяешь. И как это вернуть себе вообще. Будем говорить про границы. И давайте, я думаю, начнем наш расклад. Итак, единички. Первый вопрос, где ты лишнее позволяешь? Ну, во-первых, речь про твоего начальника. То есть, который уже, как говорится, много времени переступает все мыслимые границы. Вот король мечей — это мужик, который знает, что говорит, знает, что любит, и любит, когда его слушают. А шестерка мечей — это когда ты тихонечко сидишь и терпишь. Потому что, ну так надо же. Вот именно в офисе ты позволяешь лишнее. Вот каждый раз, когда он там, например, задерживает тебя после работы, типа срочно нужно доделать, да, хотя на самом деле просто нагружает он тебя своими задачами. Потому что, ну, ему просто лень самому разбираться. И вот когда ты там повышает он голос, да, а ты молчишь, потому что там неудобно или вдруг уволят. Каждый раз, когда он твою одежду комментирует или внешний вид, типа сегодня ты не очень, да, а ты вид делаешь, что ты не заметила, хотя внутри э, какашки кипят, извини меня за выражение. И это не просто какие-то рабочие моменты, это уже система. Ты привыкла, что границы — это вот что-то такое зыбкое, что можно отодвинуть, если очень надо. Нет. Дело в том, что он это чувствует. Чувствует, что можно надавить и надавливает. Потому что что? Потому что ни разу люлей не получал. И отпор от тебя не получил ни разу. Ну, не то чтобы ты специально позволяешь. Нет, ты просто не знаешь, как остановить. Боишься, что если нет скажешь, да уволит. Ну смотри, он же уж давно перестал тебя уважать. Раз позволяет такое, как сказать, ну, такое неуважение себе позволяет. И ты думаешь, что терпя ты сохранишь стабильность на работе. Нет, ты теряешь уважение к себе. Каждый раз, когда ты молчишь, ты самой себе подтверждаешь, что ты не имеешь права на границы. Типа, твое «нет», оно ничего не значит. И тут уже не про начальника, это уже про тебя. С подругой, которая постоянно деньги в долг просит. И не то, чтобы она не отдавала, нет, отдает, но с таким видом, как будто тебе одолжение делает. И каждый раз ты вот соглашаешься, хотя знаешь, что через неделю опять придет. И ты просто плывешь по течению, по шестерке мечей, потому что бороться страшно. Ты позволяешь лишнее, потому что ты боишься показаться там жадной или неподдерживающей. На самом деле это не поддержка, это привычка быть вот этой вечной спасательницей. Потому что если откажешь, подруга обидится, да, а ты не готова к конфликту, и вообще подруга одна только. Поэтому лучше опять, да, в долг дать, а потом переживать, что денег не хватит там до конца месяца. Знаешь, что важно? Ты же не просто позволяешь лишнее другим. Ты привыкла к этому. Ты привыкла, что твою вот эту территорию можно нарушать, что твое «нет» или твое «стоп», оно не работает. И теперь уже тут не только про начальника и про подругу, да, это про всех в твоей жизни. Муж, который может сказать что-то обидное или вид сделать, а я пошутил, да. Родители, которые там позвонят среди рабочего дня и внимания требуют, хотя ты занята. Коллеги на тебя там скидывают свое, потому что ты все равно лучше справляешься. И ты привыкла быть той, кто вот терпит вот эту всю эту ерунду.
во мне опять начинает накипать, и я не хочу я материться, но потому что тебе так проще, чем бороться. Но ведь каждая вот эта уступка — это маленький шаг к тому, что ты совсем себя уважать перестанешь. Самооценка будет в ноль, если уже не ноль. С чего началось? Ну, это не вчера и не с начальника, конечно, началось. С родителей. Но не в том смысле, что они во всем виноваты, нет, а в том, что они тебе показали, как вот устроен этот мир. Императрица и император — это мама и папы твои. Мама, которая всегда контролировала, там оценки подруг твоих, планы на выходные, говорила, ты там пойти не можешь туда, потому что что? Потому что я сказала. И не объясняла, почему, просто ставила перед вот этим фактом. И папа, который мог наорать за двойку, да, а потом сказать, я же для твоего блага, я же стараюсь на благо семьи. И ты с детства просто поняла, что твои границы, они ничего не значат. Если мама решила, что ты будешь учиться там на экономиста, например, да, то ты будешь. Если папа считает, что вот этот парень тебе не пара, то ты послушаешься. Потому что так безопасней, да, не перечить. А потом первые отношения. Парень, который говорил, ты слишком много думаешь, ты слишком много заморачиваешься. Ну, когда ты там пытался объяснить, что тебе там что-то неприятно. Он мог позвонить в 2 часа ночи, обижался, если ты трубку не брала. Он решал, с кем общаться, с кем не общаться. И ты тогда не понимала, что это называется контроль, а не любовь. Потому что ты привыкла, что близкие люди имеют право на твое время, на твои решения, на твои желания. И думала, ну это нормально. Нормально, что кто-то проверяет телефон постоянно. Говорит, как там тебе одеваться. И обижается, если ты не хочешь с ним время свое свободное проводить. Ты даже его у себя, для себя в голове оправдывала. Он же за меня волнуется. Он же просто не умеет по-другому любовь свою выражать. А потом начальник, который тебя и после работы, как говорится, может задержать на час, да? А час превращался потом в 4. Или позвонить в выходной, мог сказать, ты же не занят, а давай вот это вот доделай. Как будто твой личный день, он ничего не значит. И ты опять молчала. Потому что так принято, потому что все так делают. Потому что если ты откажешься, то тебе скажут, ты ленивая, там с коллективом не уживаешься. И вот так, шажочек за шажочком, да, ты привыкла, что твои границы — это, знаешь, что такое эфемерное. Что-то такое, знаешь, вот условные границы. Есть же вот и у тебя так, что их можно и отодвинуть, но придвинуть не получается. Еще история с подругами. Все за тебя все решают, куда ехать на выходные. Там, если ты что-то свое предложишь, да, на тебя смотрят как на странную. Ну, нам же это не нравится, и ты едешь, куда им нравится. Отказывалась там пить спиртное, тусить до утра, тебе говорили, ты зануда. И ты опять постепенно, сказать, перестала саму себя слушать. Перестала понимать, чего вообще ты хочешь, а не они. Перестала верить, что твое мнение вообще имеет значение. Вот у тебя теперь начальник, который на шею садится, подруга, которая твои деньги своими считает, и муж, который ведь делает, что твоих границ не замечает. Ну, потому что ты привыкла, что они могут, потому что ты сама им это разрешила, когда они сказала вот нет в самый первый раз. Как проработать? Ну, знаешь, список нужно написать, во-первых. Вот смотри, на одной стороне листочка, да, напиши вот все ситуации, где ты себе лишнее позволяешь, не другим лишнее позволяешь. Например, начальник задерживает после работы — пиши. Подруга постоянно деньги занимает — пиши. Муж твою одежду комментирует — пиши.
Коллега там на тебя скидывает, все, пиши. То есть не пропускай вообще ничего. Потому что шестерка пентаклей — это баланс. Про то, что ты должна видеть, где ты больше отдаешь, чем ты получаешь взамен. А семерка жезлов — это про то, что дальше придется бороться за себя. Потом начни с самого простого. Возьми любую вот эту ситуацию из списка, да, вот там, где, ну, проще всего сказать «нет» для начала, да, например, подруга, которая в долг просит. И в следующий раз, когда она тебе позвонит, скажи прямо «нет, я не могу». И не оправдывайся, и не объясняй, почему ты не можешь. Просто «нет» и паузу держи. А она начнет давить, типа «ну я же всегда отдаю». Ты что, мне не доверяешь? Кстати, вот это «ты что, мне не доверяешь» — это манипуляция очень сильная, потому что ты не можешь сказать, да, у себя в голове, что ты не доверяешь, и получается, нужно это доказывать, что ты доверяешь. Но ты стоишь на своем, потому что если ты один раз уступишь, все вернется на круги своя. Семерка жезлов — это про то, что придется отстаивать свою позицию. Даже если будет неудобно, стыдно, но так надо. Зато потом будет легче. С начальником чуть сложнее, тут надо действовать постепенно. Начни вот, если он просит после работы остаться, да, скажи «сегодня не могу, у меня планы». И стой на своем. Если он давить начнет, то повторяй одно и то же, как попугай. «Я не могу». Не вдавайся в объяснение, просто вот «я не могу». Чем меньше ты оправдываешься, тем меньше у него возможности манипулировать. А если он начнет повышать голос или говорить, что ты плохо работаешь, то разговоры записывай. Потому что, еще раз повторю, шестерка пентаклей — это про справедливость, и ты имеешь право на нее, представляешь? Если он палку перегибает, можно, как говорится, и в отдел кадров сходить, а то и вообще к юристу. Но с мужем самое сложное, конечно, потому что это близкий человек, но и тут четко нужно действовать. Вот скажи ему раз и навсегда, что мне не нравятся твои комментарии там про мою одежду. Если продолжишь, я буду, как говорится, уходить, когда ты это говоришь. И делай это. Не спорь, не оправдывайся, просто вот уходи. Он должен понять, что за каждое нарушение границ будет последствие. Потому что семерка жезлов — это же про то, что иногда приходится драться за свое пространство, даже с теми, кто рядом. И перестань других оправдывать, это твое любимое. Начальник задерживает, это не потому, что так принято и все остаются. Это потому, что он пользуется твоей безотказностью. Подруга в деньги в долг просит, это не потому, что ей помощь нужна там, а потому что она привыкла, что ты всегда даешь. Муж про внешность говорит, про одежду, да, это не потому, что он волнуется, это потому, что он привык, что его мнение важнее твоего. Ты должна перестать искать оправдания поведению вот этих людей и начать видеть вещи такими, какие они есть на самом деле. И научись уже саму себя слушать, свой голос внутренний. Нужно учиться чувствовать баланс по шестерке пентаклей. Когда тебе некомфортно, это знак, что кто-то границу перешел. Не игнорируй это чувство. Не говори себе типа «да ладно, это мелочи», «ой, да ладно». Из мелочей, вот как говорится, вот есть океан, да, а в нем сколько капелек вот этих мелочей. Если тебе неприятно, значит это важно. Вот запомни одну вещь. Если неприятно, это важно. И если ты не начнешь уважать свои границы сама, то зачем кто-то другой должен уважать твои границы? М? Тебе иногда приходится, нужно вот биться за себя, даже если не хочется. Но это того стоит, потому что если ты не научишься «нет» говорить, ты будешь вечно жить в таком мире, где твои желания, они просто не имеют значения. А это уже, не жизнь, это, существование, подстройки под других людей.
Как ты считаешь? Напиши мне в комментариях, как ты считаешь, прав я или нет. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик. Кстати, я же не сказал. Проживающим арканы — это все прорабатывать в императоре. И, конечно же, помни, что я всегда рядом.